Всем добрый вечер. Сказанное в данном ролике является личной фантазией автора. Никакого отношения к текущей трехмерной реальности не имеет. Сегодня я хочу показать сенсацию. Вот как-то меня похвалили даже за вот эту фразу: чтобы видеть, надо смотреть. Прямо сейчас я кое-что увидела. Тема для меня вообще сильно новая, и поэтому я не знала, найду ли что-нибудь. Мы в таком мире живем, где копнешь, там найдешь. Начну ли я что-нибудь видеть, если начну смотреть на вот эти графики? Потому что есть люди, которые раскладывают вообще, как бабка-гадалка. Это не кофейные гущи, это намного круче. Это действительно вот то, что вам это кажется игрой, и реакция даже зрителей на эти темы пока оставляют желать развития. Вчера я увидела и так прозрела. Тут идет одинаковый цикл. Я не знаю, как это обозначать, каким цветом, какой буквой, цифрой, потому как-нибудь это обзову. Завязка, кульминация, развязка. Вот это циклы евро-доллара. Но я не знаю, как они составили такой график, потому что, поскольку мне известно, евро существует с нулевых. Народ, если я где-то говорю какие-то киноляпы, я надеюсь, вы меня будете поправлять. Делайте это смело, потому что я в этой теме действительно ой. В общем, в любом случае это связано с зеленой валютой. Значит, во-первых, мы видим циклы, которые длятся, и они ускоряются. Насколько они ускоряются? Один 17 лет, второй 15. Мы сейчас зашли на третий цикл валютного колебания, и несложно посчитать, что должно быть 13 лет, что своим концом упирается в 2029. А этот год 2029 предсказан Айзеком Азимовым. Там рассказ, как потерялся робот. Робот должен был отправиться на Луну. В новогоднем обращении украинского президента тоже почему-то был 2029. Что значит, не знаю. Может быть, это вот как раз и обозначает завершение этого цикла экономического. И также несложный подсчет показывает, что если оно будет так идти, с такой динамикой, то уже четвертый цикл от текущего будет составлять всего 7 лет. А в каждом цикле мы видим по 5 бугров. Я бы что-нибудь пошутила бы про вавилонскую блудницу, но я пока не понимаю, кто она. Середина лета приближается, не знаю, успею ли это раскрыть. Итак, по 5 бугров мы видим, но я их объединю, потому что они вписываются в завязка, кульминация, развязка. То есть А, первый холм, скачок вверх. Б, два пиковых момента. И С, С1, С2 уже не спадающие холмы. То есть вы видите, это точная наука. И посмотрите на нижнюю границу. Я буду рисовать, я ее как-нибудь обозначу. Нижняя граница постоянно повышается. Перед нами какие-то стабильные процессы. Природой неизвестно, ну вот. И мы зашли на 13-й цикл. Я его буду называть 13-м не по номеру, по порядковому, а по длительности его предполагаемой. Смотрите, как он начался. Он хорошо повторяет вот этой зоной А, он отлично повторяет остальные два. У тех там чуть больше 3 лет, около 4 и 3 года. Здесь тоже примерно 3 года длится первый холм. И четко 2 года длится второй. Во всех 3 случаях второй вот этот, как его сказать, B1. Он длится по 2 года. На всех пиковых моментах происходят исторические события, о которых мы думаем, что кто-то сошел с ума, у кого-то что-то укусило, и они побежали там что-то сочинять, что какие-то катаклизмы, какие-то проблемы, и мы списываем на личности и на детали.
А оно так удобно тем, кто понимает, как это устроено. Вы должны понимать, насколько это удобно. Сейчас очень удобно рассказать, что там у одного правителя возрастные вещи начались. Он решил поиграть в Александра Македонского, и поэтому, так сказать, пляски начались. По аналогии с этим графиком мне попадалась статья «Нефть и политика», и там тоже график был нефти. Оно где-то у меня есть в закладках, но сейчас искать не буду. Как всегда, я не ловлю саму связь, как это вообще на пальцах происходит. Кружочками, палками я это не объясню. Там, вот тебе яблоко, вот мне груша, как получаются эти кризисы на основе даже нефти. Начало 13-го цикла, чем оно отличается? По длительности оно не отличается вообще. Но мы видим, что оно сильно-сильно другое по амплитуде. Кто-то уже посмотрел вот эту систему, уловил ее, учел, но методы, которыми это корректируется, вызывают этические вопросы. Тяжело отойти от эмоций, вот это все вот так определить. А даже вот я один ченнелинг все равно смотрю, потому что он у меня совпал по ряду моментов. Те существа, которых мы не видим трехмерно, сейчас, по крайней мере, они так и говорят, что у человека сильно дуальное мышление, потому что у него дуальная физиология. Так устроено. Но да, сложно поспорить, два полушария мозга соединены тонким проемом, нету других даже каналов объединения. Мы физиологически склонны к дуальности, чтобы найти хороший, плохой, плохого наказать, хорошего наградить. Разумеется, если кто-то об этом знает и знает о сложности мира, он на этом само собой будет играть. И насколько популярные передачи, которые разводят на эмоции, и ты по-простому понимаешь как. Насколько некомфортно, когда кто-то приходит, усложняет, и перемешивается понимание хороший, плохой, злой. Оно смещается. Но сейчас тот случай, когда упрощать будет преступлением даже против себя. Я сама была той, которая какую-то часть действительности не слышала. У меня в политике были свои симпатии, я это не скрывала, кстати. Мне было очень тяжело вообще признать себя неправой потом. Уже такие кризисы произошли, что вот. И сейчас мир, который тоже был в иллюзии, ждал Кьонуна, он перетекает в следующую крайность, в следующую дуальность. И для этого вроде бы есть основания. Но те, кто вроде бы поняли, кто виноват и что делать, они не остановят вот эти процессы. Все равно войны происходят. Вот вы увидите, я покажу на графике, классная картинка, классная в смысле, очень наглядная. 8 войн за 30 лет, но есть и другие страны, другие центры политические, которые развязывают войны. Кому показалось, что причина вот тут, они не смогут это остановить. А почему? А потому что вот это дуальное видение простое, оно не определило, понимаете, чтобы выйти из леса, надо знать карту, надо хотя бы определить стороны света. Середина лета приближается, я о ней напоминаю. Мое подсознание в реверсе проговорило про Одессу. Я чувствую еще город, и ядерный удар, он, возможно, будет. Есть в одном авторитетном журнале статья, где говорится, что должен быть ядерный удар, именно прямо должен. И рассчитывают на Путина, что он человек умный и сделает это, сейчас добавлю от себя преувеличение такое, аккуратно. То есть на него надеются, что нельзя затронуть страны НАТО. Это в открытом доступе, просто на английском языке. Сам источник я сейчас не отыщу, это надо опять-таки нырять, где я это находила. То есть центры, есть заказчики этого дела, это никогда не делает кто-то один от себя.
заказчики этого дела. И можно сколько угодно фонтанировать эмоциями, трясти кулаком, тебе кажется, ты все понял, а ты не можешь это остановить. И вот сейчас всем, кто любит дуальность, будет страшное сообщение. Страшное. Кто виноват и что делать. Даже если вы уберете какой-то источник раздражения, такого источник войны, это не остановится. Потому что в том формате, в котором нам преподносят это экономисты, вот эти вещи, они, во-первых, неизбежные, а во-вторых, очень плохо управляемые. Это просто факт, вот попробуйте найти виноватых, что человечество еще не нашло ответы, как это останавливать, предотвращать. И на текущем графике, который я показываю, мы видим, что научились влиять на амплитуду, правда, методы вызывают очень большие вопросы. На амплитуду научились влиять, а на длительность пока что нет. Мы не видим изменения длительности. Судя по 2005 году, как я и говорила, 2005, если кто не помнит, это помаранчевая революция, там было 17% ВВП уникальных, везде максимум 11, а тут 17. И сделали революцию, оно пошло вниз, клювом вниз полетело. Я долго задавалась вопросом, что это не случайно. А таки да, сейчас можно уверенно сказать, именно источники развития слишком быстрого действительно проблема. Хотя сам механизм, как работают эти колесики в часах, я продолжаю не понимать. То есть быстрое развитие, это может быть нехорошо. Все вот эти пики, холмы заканчиваются именно какими-то стрессами, войнами. И что делает война? Война останавливает развитие, экономику, она ее и тормозит. И вот это снижает вот этот убегающий куда-то график. Короче, страшная действительность сегодня такова, что сколько бы ни было на планете психопатов и неправильных политиков, и еще каких угодно других там явлений, на которые охота поворчать, но сейчас проблема шире, и она как бы нерешаема, она за пределами этого находится. Это стихия, которая живет сама. Остался месяц, у меня эффект опущенных рук, очень печально, даже меньше месяца. Это неизбежности, которые просто надвигаются. И большая проблема, зрители интернета, они вообще не готовы рассматривать вот с этой стороны что-то. Им нравится простое, им эмоциональное, такое примитивное, хорошее, плохое, злое. Вот, кстати, даже тот фильм, давно его не смотрела, он усложняет уже, да? Не хорошее и плохое, есть еще злой. Кто руководит планетарной экономикой вот так, тоже не хочет понимать, что, возможно, день и час уже настал, и пора общаться просто с людьми, выйти и сказать вот так и так, показать открытые ладони. Оно вот так происходит, мы ничего не можем сделать. И не может быть, чтобы это все было нерешаемо, это просто колебания валют какие-то. Ну не может этого быть, чтобы это было нерешаемо, но пока народ не хочет сам участвовать, пока даже не смотрят на эту тему, стряхивает с ушей. Это делают те, кто делают, и они делают так, как могут. Короче, ближайший прогноз складывается вообще не веселый для тех, на ком это все отыгрывается. Если ядерный взрыв будет, то он будет в районе центральных областей. Это простая логика подсказывает. Также война тянется к побережью, еще какие-то зоны вот развития, транспорта, там, торговли, они вот где-то там пострадают. Передышка была короткая, знаете, только жить начала называется. Только казалось, что все только начнется. Не знаю, буду ли я существовать трехмерно дальше, пересеку ли я середину лета и осень.
Надеюсь, что информацию, которую насобирал мой канал и изложил, хоть немного была полезной. Знаете, я вот представила, допустим, простую схему. Вот предложите ваши варианты, как сделать эволюцию ботов. Я вот уже сейчас могла бы сделать простенькую эволюцию ботов. Только какой там будет логика? И я вот представила, допустим, есть семья, которая выращивает овощи, там другая консервирует фрукты, третья делает горшки, четвертая одежду, пятая там еще что-то. И даже если у них переизобилие, вот представим пару людей, и у них там свое хозяйство, даже если будет избыток изобилия, у меня не получается вот представить схему, причину, при которой у них начнется Третья мировая война. Существует ли такой вариант, что они начнут друг на друга нападать? Какой должна быть причина? Скорее можно представить момент истощения, если там много детей, стариков, нетрудоспособных. И вот так можно представить, но это будет истощение, а не переизбыток товаров. Если переизбыток, что они будут делать? Они будут отдыхать, друг с другом гулять на ярмарках там. Дальше пойдет роскошь, допустим, на рубахе будет вышиванка, на дереве резьба, на горшке эмаль. Я не вижу причин, при которых начнется война. Я не понимаю, как это работает, и продолжаю не понимать. Мне это кажется втройне каким-то сумасшедшим, потому что вот смотрите, Вселенная, какая она огромная. Ну, деньги это по-своему, что это? Математика, физика, да? Вот огромная Вселенная разрослась, и нигде у нее не случаются коллапсы. А тут всего лишь экономика, всего лишь какой-то товарооборот и такой бред. И якобы это невозможно решить. Я все жду, когда экономисты начнут на кубиках показывать, чтобы это, хоть как-то понять. Жду ваши идеи, какую бы можно было бы построить экономическую систему, допустим, на 100 человек. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.